Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне, который купил, как и большинство из вас, на распродаже. Я думаю, что многие, кто покупают смарты, после этого смотрят на них обзоры, чтобы убедиться, я сделал все правильно. Так вот, в руках у меня Poco F5 от, разумеется, Xiaomi-шек. И вот это Poco F5 Pro Storage Test. Да, вы не ошиблись, 75 тысяч баллов выбивает в Antutu Storage тесте Poco F5, а F5 Pro выбивает только 63 тысячи баллов. При том, кто обратил внимание, он правильно это сделал, антутовские бенчмарки у меня идентичны. То есть все это 10-й версии, и, разумеется, здесь все-таки в основном тесте выбивает на 100 тысяч баллов больше у нас Poco F5 Pro. В чем плюс этого смартфона? Почему вообще вам стоит обратить на него внимание? Разумеется, 120 Гц экрана, 1000 нит пиковой яркости, адекватный датчик приближения, мини-джек, инфракрасный порт, быстрая зарядка. И вроде бы все прям волшебно хорошо, и легкий он. Но недостатки, разумеется, тоже какие-то есть. То есть, допустим, у него корпус пластиковый, основная камера может снимать только в 4К 30 FPS. И насколько он хорошо справляется в играх, насколько хорошо он снимает, насколько он хорошо снимает, кстати, в сравнении с Poco F5 Pro, вы узнаете, разумеется, в обзоре. Конечно же, это оба бестселлера. Разумеется, это реинкарнация других смартфонов бренда Xiaomi под другими названиями. И, наверное, поэтому у меня глаза не горят, потому что когда ты полгода тестируешь плюс-минус одно и то же, у тебя возникает вопрос, почему клепать одно и то же? Зачем? Зачем, понятно, но все равно голова пытается отключиться и сказать, что нет, это не ради денег, они допиливают. Вообще Snapdragon Gen 2 в F5 это довольно интересный процессор, потому что такое ощущение, что это просто копия 8 Plus Gen 1. Чуть-чуть задушили, оптимизировали и запихали. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в черной коробке с названием модели и краткими характеристиками. Все стандартно для Poco. В коробке мы имеем краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Места под карту памяти нет. Защита от влаги, к слову, IP53. То есть дождя он боится, только легких брызг нет. Далее есть сам смартфон с наклеенной защитной пленкой довольно неплохого качества, блок питания на 67 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Весит F5 181 грамм, а его габариты составляют 161 на 75 на 8 мм без блока камер. Летим дальше. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Сейчас идет распродажа, там много всего интересного. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Все по ссылкам в описании. И напоминаю, что на лайв-канале я эти девайсы и в хвост, и в гриву тестирую. Так что смотрите результаты тестов того же Poco F5 там. Poco F5 можно приобрести в черной расцветке с тыльной части, выполненной под карбон, белой и синей расцветки. Я выбрал синюю, когда покупал на Али. Внешне смартфон выглядит слегка дешево, прямо скажем. Рамка выполнена из пластмассы, как и тыльная часть, за что минус. Лежит F5 в руке удобно, из рук не выскальзывает и пользоваться одной рукой довольно удобно. Качество материалов неплохое, как и сборка. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, микрофоны, 2 стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos, сертификацией HRS Audio и Audio Wireless. На борту есть несколько предустановок звучания и кастомный эквалайзер, за что спасибо. Качество звука среднее, но для данной ценовой категории оно хорошее. Для Bluetooth устройств F5 оснащен большим количеством аудиокодеков, X-осевой линейный вибромотор настраиваемый, не топорный, но однозначно не топовый. Чуть-чуть хуже среднячков. Мини-джек на борту, как и К-порт, и за это отдельное спасибо. Далее, Poco F5 оснащен Flow AMOLED экраном на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, 2400 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 395 ppi, прям золотой стандарт, но не для чтения. Соотношение экрана к корпусу 93,4, экран плоский, рамки не громадные, как и подбородок. Покрыт он стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, цветовой охват 100% DCI-P3, экран поддерживает 68 миллиардов цветов и имеет контрастность 5 миллионов к 1. Из интересного есть еще HDR10+, Dolby
Dolby Vision, адаптивный режим HDR, сертификация SGS Low Blue Light, яркость 500 нит, пиковая яркость 1000 нит. Притом, при прямом попадании света на экран яркости достаточно, но запаса совсем нет. К слову, экран все равно без автояркости ярче, чем у Poco F5 Pro. И это как минимум странно. Автояркость отрабатывает быстро и корректно, частота обновления экрана 120 Гц, тач на 240 Гц. В играх экран показал себя неплохо, а тест на частоту дискретизации касания вы можете, разумеется, наблюдать на экране. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Шим затемнения 1920 Гц, шим минимален, какой он видите на экране. За 20% не переваливал. Always on Display на борту, но не полноценный. И это просто специально вырезанная функция от наших счастливых Xiaomi, чтобы вы покупали модель дороже. Никаких предпосылок для того, чтобы ограничивать работу Always on Display здесь нет. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и в каком-то смысле это атовизм, и это характеризует только дешевые модели, согласитесь. Распознавание лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работал, кстати, быстро. Завести можно 5 отпечатков, притом стандартно для Xiaomi можно один и тот же палец заводить 5 раз. И ничего, и ему пойдет. Это вам не BBK-евские смарты, которые вам скажут, этот палец у нас уже был. И распознавание лица срабатывает даже под небольшим углом. 2 лица можно зарегистрировать. Процессор Poco F5 установлен Qualcomm Snapdragon Plus Gen 2. Техпроцесс 4 нанометра, 8 ядер, максимальная частота 2,9 ГГц. Согласитесь, не особо от 8 Plus Gen 1 по спекам отличается. Данный процессор мы недавно уже видели в Realme GT Neo 5 SE, правда он был значительно дешевле, и он показал себя не с лучшей стороны. Графический процессор V5 Adreno 725, система охлаждения Liquid Cool VC 2.0, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, обновления будут прилетать, так что вы, возможно, когда смотрите этот обзор, что-то уже более свежее стоит на данном аппарате. Оперативная память LPDDR5 на выбор 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1 на 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка Dual 5G, 4G сетей и ниже. 7 и 20 бенд для 4G на борту. Связь смартфон ловит отлично, датчик приближения отрабатывает корректно, без нареканий, Bluetooth версии 5.3, NFC модуль в наличии, разумеется. На данный момент можно устанавливать MirPay, оплачивать NFC модулем все покупки. GPS-тест показывает точность 3 метра, но по отзывам смартфоны на Qualcomm, еще раз повторяюсь, в плане GPS-навигации справляются лучше, чем Mediatek Dimensity, хотя у них точность до 1 метра у Mediatek. Емкость аккумулятора 5000 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводной зарядки нет. От 0 до сотки в среднем заряжается у людей за 47 минут. У меня почему-то иногда 57, иногда 45, иногда 47, хотя все активировано. В PC-марке смартфон выдал 8 часов 26 минут на максимальной яркости и максимальной герцовке экрана, и это хорошо. Work Performance 13464 балла. За 1 час просмотра видео на YouTube в среднем уходит у меня 4-5%. PUBG New State с одновременным стримингом на Твиче за 1 час в среднем смартфон поедает 27%, как и Poco F5 Pro. Только F5 Pro я гонял в Tactic Cool. На лайв-канале есть запись стрима, кому интересно, обязательно посмотрите. Если говорить в целом о F5, он не перегревается, но сбрасывает яркость в 2 раза. Да и расход заряда я встречал куда лучше. В целом, по моим меркам, он этот тест провалил. И когда мы дальше будем в конце говорить о том, про что этот смартфон, одни напишут это не про камеры, другие напишут это не про игры, просто размышляйте, что в зависимости от сценария использования мы решаем, что это за смартфон. Это не камерафон и это не игровой телефон. Об этом я вам официально заявляю сейчас по моим тестам. Перейдем же к обычным стресс-тестам. Результат тротлинг-теста вы видите на экране, как и результаты Geekbench 3D марки Wildlife Extreme 1976, Wildlife Extreme стресс-тест 1963, Wildlife 7581, Wildlife стресс-тест 6503, Slingshot и Slingshot Extreme на максимуме. В Antutu выдал результат в 1 миллион 124 тысячи попугаев. Сколько Storage тесте выбило, вы видите сами. Неплохо. Poco F5 имеет блок камер с 3 сенсорами и LED-вспышкой. Основной OV64B OmniVision. Это нехорошо. На 64 мегапикселя с оптической стабилизацией. Бесполезный сверхширик на 8 мегапикселей, хотя, опять же, лучше, когда он есть. Запись видео с основного сенсора доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. И угол обзора, кстати, у ультраширика 119 градусов. И макросенсор тоже затычка на 2 мегапикселя, разумеется, на борту. С суперстабилизацией основной сенсор снимает в 1080p 30 FPS. Цифровая стабилизация, режим двойной стабилизации, разумеется, также на борту. Фронтальный сенсор здесь на 16 мегапикселей, находится в небольшом вырезе в верхней части экрана по центру. Запись фронтального сенсора доступна в максимальном разрешении 1080p 60 FPS. В стоковой камере есть различные вспомогательные функции, режимы для фото и видеосъемки. Короткие примеры вы сейчас увидите, как и сравнение с Poco F5 Pro. Ну что, съемка с двух разных девайсов в прямом и переносном смысле. Единственное, что здесь общее, это все-таки
то, что у одного и у другого материнский бренд Xiaomi. Почему? Потому что выглядят они по-разному. Потому что сейчас вы видите 4К 60 FPS на оба аппарата. Но на один аппарат Poco F5 Pro 4К 60 FPS, на второй 4К 30 FPS. И я уже видел лютейшие фризы на Poco F5. Возможно, вы их не заметили. Если это так, то все хорошо. Если заметили, то не очень хорошо. Насколько хорошо снимает основная камера. Если встать, подобрать угол и снимать, все будет отлично. Если не стоять и не подбирать ничего, то все будет не всегда отлично. Во всяком случае, у F5 задувает ветер, я разговариваю довольно громко, и съемка такая себе, скажем прямо. Я даже специально не выключил ни там у улучшалки, фронталки этих смартов. По идее должны быть одинаковые, но как вы видите по съемке, это не совсем так. То есть у Poco F5 Pro съемка по мне чуть-чуть лучше. Но решать вам, смотреть вам, как микрофоны отрабатывают, решать тоже вам. Очень часто жалуются, что я прикрываю микро рукой у некоторых смартфонов. Но опять же помним, что это производители должны думать, как вы должны создать, как они должны создать смарт, чтобы когда вы разговаривали, все микрофоны или часть из них хотя бы работала. А не так, что если вы схватили не той стороной, туда палец никуда надо положили, то все. Можешь и 3, и 5 микрофонов разместить, правильно? Будем надеяться, что они это будут делать. Вот так примерно вы сможете себя снимать. Еще небольшой тест. 4К 30 FPS против 4К 60 FPS. Ночная съемка. И здесь очень часто дело идет не только про, да, это Geekon. Не только про то, что что-то хорошо, что-то плохо. Вот смотрите, где вы лучше видите. На прошке у меня вообще съемка слетела. Но мне кажется, что это из-за того, что я как-то нажал не так. Но вот смысл в том, что в 5 Pro какая-то беда с автофокусом пока. Прошивка и там обновлена. Про плавность не будем распространяться. Сейчас идет дождь. И вот так при смене освещения. Понятно, в 1080p 60 FPS табы работал бы лучше, но мы же стараемся по максимуму снимать. И вот так, если надо было бы красиво сказать, ну, большой разницы нету. И, кстати, нет, 5 Pro по мне справляется хуже по сумме факторов. И начнем. Здесь у нас фронталка. Фронталка против солнца. F5 выставил у нас ISO 50, что нормально. А апертуру 2.4. Если говорить о F5 Pro, он выставил ISO 50, апертуру 2.5. Фотографий было несколько. Цвета, разумеется, правильнее на F5 Pro, потому что F5 безумно желтит. Несколько фотографий было. Не знаю, чего ему так сильно не нравилось солнце. Но вы теперь примерно прикидываете, как будет работать фронталка. Запоминаем, что PC75G это у нас Xiaomi Poco F5 Pro. Сейчас у нас это слева картинка. А великий и ужасный Xiaomi F5 это PCD8G. И по правой стороне мы видим фронталку от F5 и слева мы видим фронталку от F5 Pro. В чем разница? Плюс-минус одинаково плохие условия, плюс-минус одинаковая плохая реализация для фото. Но немного больше деталей по мне в F5 Pro и немного ближе цвет. Хотя опять же он тоже не угадал цвет рубашки вообще никак. И как всегда у нас F5 Pro по левой стороне, у нас апертура 1.8, ISO он выставил 50, и по большому счету здесь все довольно просто. Почему? Потому что мы просто увеличиваем объект, это F5 Pro, и здесь увеличиваем объект на F5. Разумеется, деталей больше у F5 Pro. Насколько? Не сильно. Если говорить о общем впечатлении от снимки, что там, снято все довольно неплохо. И если посмотреть на кроп, опять же, больше берет F5 Pro, чем F5. Все здесь плюс-минус одинаково. Я исходники скину, еще раз повторяюсь, в свою телегу. А здесь мне больше у F5 понравилось, как он снял воду. Вот на этой фотографии хорошо видно, насколько все-таки по-разному снимают аппараты, у кого какие способности и особенности. То есть здесь у нас F5 Pro по правую сторону, по левую сторону F5. И если говорить о F5, он ISO правильно выставила 50, апертуру 1.8. Здесь то же самое, 50, апертура 1.8, но даже цвета
обратите внимание, даже цвета здесь разные. Если присмотреться, даже здание чуть-чуть другого цвета, не говоря уже о том, как они прорисовали облака. Если говорить о F5, то ощущение такое, что он его рисовал. F5 Pro тоже не идеальная съемка, но по мне значительно лучше. Если говорить о детализации каких-то мелких объектов, то плюс-минус одинаково. Наверное, лучше смотреть на ближние объекты. Допустим, ту же беседку, по мне, виднее все у F5. В целом, плюс-минус девайсы одинаковые, но я отдаю предпочтение F5 Pro по основному модулю, хотя бы по работе с небом. Плюс-минус те же тапки, только в профиле. И 4К 30 FPS, основной модуль. В этот раз, видите, я особо вас съемкой не мучаю. По какой причине? Потому что 4К 30 FPS, и для меня это, как многие пишут, чего-то взъелся на Poco. Так это такой же Redmi. То есть я полгода тестирую одни и те же устройства, просто с разными названиями. Все неплохо, все неплохо, но насколько неплохо, опять же, решать вам. Это довольно просто решить, посмотреть на Redmi K60 и остальные обзоры. Понятно, что где-то сенсоры чуть-чуть лучше, где-то чуть хуже. Вот так он будет снимать в 4К 30 FPS с двух рук, практически не двигаясь. Если говорить о фронталке, она будет отрабатывать примерно так, плюс-минус как и все у Xiaomi, но может быть слегка хуже, слегка. Опять же, для каких-нибудь хоум-видео вам хватит этого достаточно, но каждый раз я снимаю в подобных условиях для того, чтобы вы понимали, что какой бы ни был дорогой смартфон, какой бы ни был дорогой у вас фотоаппарат, камера, еще что-то хоть за 1 000 000 рублей, если вы будете снимать против солнца, если вы не будете правильно подбирать свет, если не будете правильно подбирать позу и все остальное, в конце концов, среди концов, все, кого вы видите на экране с более-менее большой аудиторией, имеют правильный свет, имеют какой-то мейкап, имеют аксессуары из разряда очков, еще чего-то. И поэтому картинка кажется лучше. А вот эти все тесты, они не особо дико продуманы для того, чтобы картинка была лучше. Просто если вы захотите выйти на балкон и рассказать что-нибудь, вы ее получите вот такой. Стоит ли это делать, вне зависимости от того, какая у вас техника, нет. Но в итоге вы получите чуть-чуть разную картинку, поэтому я тестирую плюс-минус в одинаковых условиях все девайсы. Разумеется, можно ставить на паузу, разумеется, можно останавливать. И также совсем немного ультраширика. Почему совсем немного? 1080p 30 FPS. И где-то его уже выпилили. Вспоминаем Realme 11 Pro, обзор уже, который давным-давно на канале. И, может быть, они не зря это сделали, потому что вот это вот может выглядеть нормально только на смартфоне за 1010 рублей с плохим интернетом, если вы рассматриваете картинку и думаете, ну, неплохо. А по факту, мне кажется, что ультраширики в каком-то смысле атовизм. С другой стороны, в флагманских моделях ультраширики все равно не выпиливают, а где-то есть и 4К 60 FPS. И в целом, чтобы вставить куда-то секунды 3, хватит по мне. А вот теперь 1080p 60 FPS, это предметная съемка с неидеальным освещением, но вам его хватит для того, чтобы понять, что смарт снимает очень даже достойно. Главное найти объект, как говорится, правильно? И в этих условиях все будет довольно неплохо. Не помогаю я с фокусом, вот как он ловит, так и ловит, то вы и получаете. И в целом, еще раз повторяю, что мне картинка нравится. Минусы — это сбрасывает яркость в играх, пластиковый корпус, хотя у F5 Pro, пусть он и дороже, тоже пластиковый корпус. Быстро расходуется заряд аккумулятора, что тоже можно сказать про F5 Pro. Плохой ночной режим, нельзя расширить внутреннюю память, вставив в карту памяти. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, актуально, потому что сейчас распродажа, и вряд ли она будет вообще ниже. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Повторяюсь, на сейле вы просто пролистываете ленту и потом в поиске вбиваете название модели и смотрите, сколько она стоила. Самое актуальное, если самая низкая цена, этот девайс вам необходим, то лучше приобретать в распродажу. Всем огромное спасибо за просмотр. И резюмировать я бы хотел, разумеется, на основную камеру этого смартфона. 4К 30 FPS, максимальное разрешение для съемки видео, на который он способен. Я уже посмотрел, как он может снимать в этих условиях. Условия идеальные, для звука нет, для картинки да. Снимает он неплохо, но сказать, что он снимает на свою стоимость, у меня язык не повернется, потому что за эти деньги не иметь 4К 60 FPS, а если брать даже цену, даже во время распродажи, она сейчас выгодная, нехорошо получается Xiaomi Poco, нехорошо. Если говорить о его возможностях с точки зрения игры,
Многие говорят, сбрасывает яркость в 2 раза, как у меня, допустим, сбросил, и играть в помещении комфортно. Нет, нет. То есть, если ты зашторишься, выключишь свет и будешь играть, может быть, но даже мне некомфортно. И я вам скажу, что это не игровой смартфон, это не камерафон. Что мы имеем в сухом остатке? У нас есть мини-джек, у нас есть процессор, который является фактически по показателям почти всем флагманским, 1 миллион 100 тысяч баллов в Antutu, это Эгегей. Оптимизированная внутренняя память, во всяком случае, под Storage тесты, она показывает еще лучший результат, чем в Poco F5 Pro, напоминаю вам начало. Пластиковый корпус, который выглядит дешево и по ощущениям он дешевый, но мне он внешне нравится. Тут вопрос к вам, насколько вам это все дело нравится. Но давайте загибать пальцы, почему это ближе к дешевому средняку, либо дорогому бюджетнику. Хотя ценник вообще не такой. Потому что мини-джеки редко ставят во флагманы, потому что кнопка разблокировки по сканеру отпечатков пальцев в кнопке, потому что он сбрасывает яркость в 2 раза через минимальное количество игры, притом в 2, и оно не восстанавливается, как у Poco F5 Pro. Потому что у него нет, разумеется, никакой беспроводной зарядки. Вот эти вот все потому что приводят к одному вопросу лично меня. Почему такой ценник? Потому что и у его конкурентов, прародителей, которые по большому счету то же самое, был ценник в разы лояльнее. Да, они не были на глобал рассчитаны. Этот рассчитан на глобал. Все бенды вам есть, все возможные порты, все. Можно прийти в любом магазине его пощупать, можно посмотреть 1 миллион реклам. Но, к слову, по поводу рекламы. У меня есть топ-10 смартфонов на канале. Они не рекламные, посмотрите. Почему? Потому что топ-10 смартфонов до 30 тысяч рублей не поменялся. Если говорить о его конкурентах, их слишком много. Слишком много, и про каждого из них я могу рассказать, что, допустим, они вышли вчера. В прямом смысле вчера. Смотрите, телеграм-канал скидок, они должны были выйти 17 числа, а вышли вчера. И они дешевле, и в каких-то моментах мощнее. Люди, которые не понимают, зачем им смарт, идеально смогут приобрести его. Еще раз повторяюсь, если вы не играете в игрушки, если вы не снимаете видео, то это самый универсальный смартфон, который я видел, наверное. Старт продаж, ценник был мечтой. Сейчас из-за курса и не только на распродажах я могу его рассматривать. Вне распродаж Poco F5 я однозначно советовать вообще никак не могу. Во время распродажи еще хоть как-то, не во время распродажи однозначно нет. Девайсу, да, опять же скромно. Добра и удачи вам, дорогие друзья.